Только что сегодня, вернее вчера, пропалестинские активисты проникли на базу королевских ВВС в Великобритании, Бриз Нортон, и они там покатались, потом они опрыскали чем-то два военных самолета, может быть, они их повредили. Напомню, что это крупнейшая база, которая существует в Великобритании, то есть это не какой-то там заходящий аэродром, там стоит самолет премьер-министра Стармера, там около 6000 персонала, ну, 5800. А, И потому что, когда я об этом услышала, я сразу вспомнила о двух вещах. Во-первых, об украинской операции Путина, когда ударили по российским аэродромам дронами. И, во-вторых, об израильской аналогичной операции, которая последовала чуть-чуть позднее, когда тоже дронами вынесли значительное количество, как можно понять, различных иранских объектов. Поскольку у нас сейчас Европа напрягает мускулы, и, видимо, она будет перенимать на себе все тяжести войны за Украину, возникает вопрос, а вот если бы вместо этих двух пропалестинских активистов, ну, опять же, подъехали вот эти вот с дронами грузовики, что было бы? Насколько Европа готова? Слово совсем. Они не готовы в принципе, а во-вторых, они не готовы к тому типу и характеру угроз, потому что никогда с ним не сталкивались, а читали об этом в вечерних новостях только. И слащавое сочувствие публиковали, что вот такая блестящая операция, прекрасная и так далее, и так далее. Но кроме всех этих радостей, надо же предпринимать конкретный комплекс мер. Во-первых, он не очевиден, потому что сейчас как раз время, когда копье опережает щит в их философском противоборстве. То есть средства нападения превышают по эффективности средства защиты. А во-вторых, как бы практики нет. Одно дело понимать умом, другое дело там отдавать соответствующее административное распоряжение, контролировать их выполнение, проверять их эффективность и так далее. Поэтому там 3 палестинских активиста на мотоциклах, на этих на самокатах, что меня больше всего порадовало, с молотками, вполне могли повредить два самолета стоимостью общей $60 миллионов. Вот, какой-то там процент от ВВС Великой Британии. Ну, в общем, такая история. Да и потом я подозреваю, что, не знаю, но подозреваю, что когда британская охрана увидела каких-то там пропалестинцев с пропалестинскими флагами, решила от греха их не трогать. Там не останавливали выстрелами, не было силового задержания, даже полицию не вызвали, потому что все помнят мусульманские войны в Британии недавние и последствия, которые для тех, кто пытался противостоять. Поэтому, скорее всего, сдрейфили. Европа пластмассовая в этом смысле абсолютно, так что ее пластилина пластмассовая. При желании организованные люди могут, скажем так деликатно, очень серьезно поколебать реальные возможности европейцев по применению воздушной компоненты. Единственное, в чем они превосходят ту же самую Российскую Федерацию.